Как правильно ответить на вопрос, почему вы хотите работать именно у нас? Этот вопрос распространенный, всегда задается на собеседовании. Благодаря нему, даже если у вас есть какие-то незначительные минусы, благодаря подготовленному и правильному ответу вы можете получить конкурентное преимущество и получить работу. Сегодня в этом видео я поделюсь с вами, для чего задается этот вопрос, что работодатель под этим вопросом подразумевает. Поделюсь с вами, как точно не стоит отвечать на данный вопрос, распространенными ошибками при ответах и как правильно ответить, чтобы оставить о себе лучшее впечатление. Ну а в конце поделюсь с вами практическим действием, упражнением, как вы сможете подготовиться на данный вопрос. Всем привет, меня зовут Александр Дегтярев, и на этом канале мы говорим о том, как сделать преуспевающую карьеру. Подписывайтесь, смотрите другие видео про собеседование у меня на канале. Ну а мы начинаем. Давайте с вами разберемся, для чего же задается этот вопрос. Во-первых, работодатель хочет понимать вашу мотивацию. Вообще, в принципе, почему вы ищете работу, что вас мотивирует, что вас вдохновляет. Вы, может, от чего-то бежите. И вот все это работодатель пытается сейчас узнать. Далее, работодатель пытается понять, на какой стадии поиска вы сейчас находитесь. И он также пытается понимать, что для вас важно. Ну и в-третьих, работодатель вас сейчас тестирует и проверяет. И смотрит на то, как вы сейчас подготовлены. И давайте с вами обсудим распространенные ошибки, чтобы вы понимали, что точно нельзя отвечать. Первое. Не стоит перехваливать компанию, говорить слишком много хорошего о ней. Не стоит говорить лестные какие-то слова. Все, что вы должны говорить от души. Вторая ошибка. Это когда не говорят конкретно, за что нравится данная компания. Говорят какими-то обобщенными словами. Третья причина, которую не стоит озвучивать. Отправил резюме, потому что вас увидел. Увидел, отправил. Это очень грубо, и шанс, что пройдете дальше, очень невелик. Четвертое. Это на самом деле факап, когда говорят о том, что у вас есть работа, а мне как раз нужны деньги. Работодатель будет понимать о том, что ваша мотивация это сейчас деньги, ну и далеко на такой мотивации не уехать. Поэтому лучше эту причину как-то скрыть. Пятая ошибка. Это когда говорят, потому что я ухожу из какой-то компании, либо потому что я хочу уйти от чего-то. Как правильно ответить на вопрос, почему вы уходите из какой-то компании, либо с прошлой работы? Вот подсказка. Обязательно посмотрите это полезнейшее видео, чтобы вы могли правильно донести информацию, почему вы уходите из какой-то компании, и чтобы вы понимали, почему эту причину не стоит озвучивать, ну и какую причину реально стоит озвучить. Шестая ошибка, грубейшая ошибка, это говорить, это же вы отправили мне приглашение, поэтому я это приглашение принял. Поэтому назовите вы причину, почему это я должен работать вместе с вами. Это на самом деле очень высокомерно, и тем не менее, то, что вы уже на собеседовании находитесь, то, что вы уже отвечаете на этот вопрос, показатель того, что вас смогли заинтересовать. Так вот, ответьте, почему и чем вас смогли заинтересовать. А теперь давайте обсудим, что следует ответить. Максимальное внимание. Это очень важно, это самая суть видео. Работодатель должен понять о том, что вы искали о компании. Поэтому покажите о том, что вы читаете, вы изучаете, о том, что вы следите за компанией. Очень советую вам посмотреть социальные сети. Если есть какой-то YouTube канал, обязательно посмотрите его. Если есть какое-то интервью с фаундером, то обязательно посмотрите это видео. Изучите компанию. Посмотрите страницу HeadHunter, потому что чаще всего на главной странице пишется о компании, где они рассказывают про свою корпоративную жизнь, про то, какой у них продукт, как они живут, что для них важно, какие у них ценности. И получив всю эту информацию, подметьте, что для вас близко. Когда вы эту информацию получите, вы можете при ответе обратить внимание на несколько вариантов. Первое. Вам может понравиться какой-то продукт. То, что этот продукт действительно экологичный, о том, что он чистый, о том, что он действительно полезный, вас это интересует. Второе. Вам нравится какая-то социальная миссия, социальная цель, которую преследует данная компания, и она вам резонирует. Третье. Вам могут резонировать какие-то ценности, какие-то взгляды на мир, которые есть у компании. Ну и четвертое. Это вам может нравиться идея продукта и как этот продукт развивается, как вообще компания развивается. Ну и еще шестой такой пункт. Это может вам нравиться корпоративная культура, корпоративный дух, команда, как команда между собой общается. Это тоже возможно как плюс. Также плюсом при ответе на вопрос будет, если вы подметите, почему вы подходите под данную компанию. Как правильно это сделать, я уже рассказывал в этом видео. Обязательно его посмотрите. Ну а мы идем дальше. Итак, а теперь упражнение, которое поможет вам подготовиться к данному вопросу. Первое. Погуглите и узнайте побольше о компании. Узнайте социальные сети, посмотрите HeadHunter, найдите YouTube канал, возможно какие-то интервью. Посмотрите, чем вам нравится данная компания. Найдите в ней какие-то плюсы, найдите какие-то особенности.
Ну и как варианты, это могут быть какие-то бонусы, которые предоставляет компания. Это может быть интересный продукт, это может быть философия компании, это может быть корпоративная культура, это может быть команда, которая там работает. Вот все, что вам близко, то и говорите, то и подмечайте. Второе. Расскажите, как вы можете реализовать свой потенциал через данную компанию. Ну, например, вот я работал раньше в продажах с малым-средним бизнесом, потом перешел в компании работать с крупным бизнесом. Когда у меня там начало получаться, я начал смотреть на коллег, которые делают результаты и привлекают ключевых клиентов. Но вот ваша компания, она как раз таки фокусируется на таких ключевых клиентах. Поэтому мне было бы очень интересно получить такой опыт ведения таких клиентов. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какую пользу для себя получили. Ставьте лайки. Обязательно смотрите другие видео про собеседование у меня на канале. Ну а для тех, кто готов идти дальше, есть ссылка в описании, где вы сможете узнать, как я смогу вам помочь получить желаемую работу.